Всем привет и добро пожаловать! Я Наташа. А я Катя, и это подкаст для тех, кто изучает русский язык. В одном из предыдущих подкастов на столе у Кати лежал котик. И мы решили воспользоваться этой ситуацией, тем более, что кто-то даже написал комментарий про него. И поэтому в этом подкасте мы хотим вас познакомить с котиком Кати и поговорить о домашних животных в целом. Итак, давай, начинай представление котика. Презентация. Это мой кот, его зовут Снежок, ему примерно 1 год, и он появился у нас совсем недавно, в начале декабря. Расскажи подробнее, как вы завели кота. Вообще, это интересная история, и я думаю, что наша ситуация с котом — это идеальный пример синдрома отложенной жизни, потому что мы все время откладывали какие-то дела на потом. И вот мы уже, наверное, год мечтали о котике, и все время что-то нам мешало его завести. То мы думали, ну, это не наша квартира, она съемная, это не очень удобно. То мы думали, ну, мы скоро поедем в Россию на 3 недели, как он будет без нас? И все время, как ты понимаешь, подходящего момента не было. И вот однажды, в начале декабря, мы услышали, как какой-то кот мяукал. Я... Ты Как слышишь сейчас, сейчас? Да. да. Как сейчас. В подъезде мяукал примерно 2 дня. Подъезд — это как коридор многоквартирного дома. И 2 дня никто его не искал, никто его не брал, и мы решили, что кто-то его или выбросил, или потерял. И мы, конечно, пытались найти его хозяев, но в итоге взяли к себе. Мгм. И почему такое имя? Почему вы назвали его Снежок? Мгм. Снежок — это нежное, ласковое название от снег, и у него животик, белый. Но еще мне очень понравилось, что "снежный" рифмуется со "нежный", и "нежный" — это такой ласковый, добрый, милый. И мне кажется, наш кот именно такой. Подожди, а как же твое голосование в Инстаграме, где подписчики выбирали имя? Но на самом деле выбрать мне помогла колонка Алиса, потому что мы очень долго не Да. могли решить. Да. И мы просто сказали: "Выбери 1 номер из 4". И она сказала, и это оказался Снежок. Поэтому Точно, точно, да. Почему-то в моей голове это было, как будто ты сделала голосование. Но сейчас ты рассказала, я вспомнила, да, что ты спрашивала Алису, точно. Но у тебя да. были варианты, да. Да, мы очень долго не могли решить. Там были имена и Филипп, и Тигруля, поэтому было трудно. Ну и много разных вариаций от Снежка, да, можно называть его как Снежуля, Снежок, Мгм. Снежа Да, и мне так далее. кажется, это вообще типичная история в России, когда коту или собаке дают одно имя, а потом у него миллион вариаций, и кот в итоге и не знает, как его там зовут. Да, у меня был попугай, один из моих попугаев, его звали Чип, но со временем он стал Пончиком. Пончик. Чип, Чипуша, Поня, Понечка, да, Пончик и так далее. Хорошо. И перед тем, как мы продолжим, я хочу напомнить, что у нас есть разговорный клуб. Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией о разговорном клубе в описании, посмотрите, если вам подходят дни и время, и присоединяйтесь. Это выглядит как групповой урок, где есть вопросы для вас, на которые вы отвечаете, соглашаетесь или не соглашаетесь с другими участниками разговорного клуба. В общем, все детали в описании, и я вас жду на встречах. Вернемся к лексике о домашних животных. Вообще, домашние животные еще называются питомцы.
И питомцами, ну, например, в России могут быть собаки, кошки, попугаи, мыши, крысы и хомяки. Да. И сейчас еще популярны маленькие свинки, мини-пиги и хорьки, и даже еноты Мгм. иногда. И иногда можно увидеть каких-то прям совсем экзотических домашних животных, такие как змеи, обезьяны, дикие кошки. И как ты думаешь, какое твое мнение, нормально ли дома заводить таких животных? Мне лично кажется, что это ужасно, и мне кажется, это даже незаконно, нелегально. Ну, потому что домашние животные, они привыкли жить дома, а дикие животные должны жить в своей среде. И мне кажется, люди или находят какую-то, я не знаю, возможность обойти закон, или вообще ничего не боятся, когда заводят диких животных и потом еще постят видео в интернете об этом. Да, то есть у тебя нет дома змеи. У меня нет. Я обойдусь. Хорошо. И какие питомцы были у тебя за всю М, жизнь? Да, в детстве у нас была собака-боксер, то есть это довольно крупная собака. А, да, еще был маленький попугайчик зеленого цвета, его звали Кеша, и была кошка по имени Буся. Но, к сожалению, они уже все ушли на радугу. А у тебя какие были? У меня тоже в детстве была большая собака, это немецкий дог, но она была, когда я еще была очень-очень маленькой. Потом у меня были попугаи, в общей сложности 6 штук, если не считать тех попугаев, которых мне отдавали потом. И у моей бабушки тоже было 2 попугая, они потом оказались у меня, и их тоже звали Кеша, но они были девочки. То есть были 2 девочки, 2 Кеши. Еще у меня есть черепаха. Его зовут Кастиэль. Э, Вау! Да. Те, кто смотрел сериал «Сверхъестественное», знают. И кошка Маша. Они сейчас живут у родителей, черепаха и кошечка. И есть вечный спор собачников и кошатников. Да. Одни люди любят больше собак, другие люди любят больше кошек. Итак, кто ты, кого ты любишь больше? Ну, я точно кошатник до мозга костей, то есть абсолютный кошатник. Я очень люблю кошек, у меня просто сердце тает, когда я на них смотрю. Но это не значит, что я ненавижу собак. Вообще, я считаю Мгм. немного странно ненавидеть какое-то животное. Но это, ну, могут быть разные причины, как ты можешь относиться к животному. Но прямо ненавидеть — это чуть-чуть, странно. Ну, например, я боюсь немного собак, особенно больших собак, особенно незнакомых, но это не значит, что они мне не нравятся. Да, это забавно, потому что я боюсь кошек. Правда? Да. Собаки кажутся мне очень предсказуемыми. То есть ты чаще всего можешь по ней считать, если она злая или добрая, если она хочет тебя съесть или просто играть с тобой. А кошки, мне кажутся, очень непредсказуемыми, и они часто ведут себя так, как будто ты им нравишься, и потом внезапно начинают кусать тебя, царапать и так далее. И, может быть, это потому, что меня укусил кот М, все-таки в Травма. детстве. Мгм. Да, и в каком-то подкасте я уже говорила об этом, что мне, ну, скорее всего, я вряд ли заведу кота осознанно. Если это будет ситуация, как у тебя, что он просто реально придет ко мне, Мгм. и нужно будет его спасать от жизни на улице, конечно, да, я возьму его к себе, но осознанно, наверное, я не заведу кота. И вот я сказала об этом в подкасте, и потом какой-то не очень адекватный мужчина написал комментарий про то, что э,
почему ты ненавидишь кошек? И он написал этот комментарий вообще к другому видео, к какому-то моему влогу, в котором ни слова не было о кошках. Я ему написала, что, что за бред? Объясните, откуда вы взяли эту информацию, что я ненавижу кошек. Я всего лишь сказала то, что, меня они пугают, да, то есть это не значит, что я их ненавижу. И он написал огромный текст про то, как он просит меня не делать ничего плохого кошкам, если я их встречу на улице. Маньяк Наташа. Вообще какой-то полностью, шизофренический комментарий, не подкрепленный ничем. И я, конечно, мне хотелось как-то обелить себя, свою репутацию и оправдаться, что я такого не говорила, я никогда ничего не делала плохого кошкам, но потом я поняла, что это все будет абсолютно бесполезно. Поэтому, ребят, если среди вас есть люди, которые думают, что я прям ненавижу кошек, вы не правы, как минимум. Да, то есть нет, конечно, я люблю всех животных, всегда они вызывают такое умиление, но вот с кошками у меня так, чтобы хорошо, когда они на расстоянии, как кошка моих родителей, да, например, она просто живет свою жизнь, мы с ней можем находиться в квартире, если она приходит ко мне и хочет, чтобы я ее потрогала, погладила, я это сделаю, но если она не хочет этого, я никогда к ней не пойду и не скажу: «О, Маша, я так хочу пообниматься, давай». Вот в этом мы разные. Я бы точно пришла к Маше и Да. заставила бы ее обниматься. Но у Маши, у нее такой славянский взгляд, который сейчас очень популярен в соцсетях. Она так посмотрит, что, в принципе, большинство кошечек, особенно девочек, да, что ты просто подумаешь: окей, ладно, я не буду тебя трогать. Ну, наверное, стоит обсудить еще плюсы и минусы того, чтобы иметь кота или собаку дома. Мне лично кажется, что с котами проще, потому что не нужно гулять в разную погоду, рано утром с ними на улице, и еще их можно оставить на 1 день или 2 дома, и, как правило, без травматизации. Заметят, конечно, но не расстроятся. Да, верно. Но в защиту собак я скажу, что они очень эмоциональные, они очень преданные, они будут с человеком и в горе, и в радости, они даже перенимают настроение и какие-то психические состояния, которые есть у человека. И из-за того, что с собаками нужно гулять, нужно быть активным, выходить на улицу, также они заставляют человека быть активным. То есть с кошкой ты можешь просто валяться в кровати весь день, да, что тоже очень уютно, да, и тепло, и хорошо, но с собакой тебе нужно реально выходить и двигаться, и для многих людей это действительно спасение, особенно для тех, кто работает дома и весь день сидит за компьютером, просто выйти, прогуляться по парку. Не зря говорят, что если вы заведете собаку, ваше эмоциональное состояние будет лучше. Хотя с котиками, я думаю, тоже работает. Все равно, когда их трогаешь, это тоже очень приятно. Да, если честно, подтверждаю. Вот мы завели кота, он у нас уже 2 месяца. Это какой-то нереальный антидепрессант. Вот если у тебя плохое настроение, но он пришел, лег тебе на грудь и мурчит, мурчит, это такая милота. И мы не говорим об этом, но я хочу добавить про попугайчиков. Потому что многие считают, что маленькие попугайчики, волнистые попугайчики, это, они очень глупые и неинтересные. Это совершенно не так, потому что среди всех моих попугаев не было ни одного одинакового темперамента. Они все были разными, у них был свой характер, они издавали разные звуки, некоторые из них говорили, потому что моя мама учила их говорить. И даже вот такой вот маленький попугайчик может дать тебе столько положительных эмоций, поэтому если у вас есть силы, энергия, время, чтобы ухаживать за домашними животными, я 100% рекомендую и собак, и кошек, и попугайчиков, или там каких-нибудь хомячков, потому что действительно, сегодня, мне кажется, это просто спасение от депрессии и выгорания. Да.
Я согласна, поддерживаю. Я тоже нашего попугайчика очень любила. Он тоже был очень умный, и он тоже говорил какие-то простые слова. Это большая радость иметь домашнее животное дома. Да, согласна. Сейчас мне грустно, потому что у меня нет домашнего животного здесь. Да. Ты планируешь завести кого-нибудь? Ну, планирую, да, но это сложно, когда нет плана на ближайшие там 5 лет, где ты будешь жить и что ты будешь делать. Поэтому в нынешних реалиях это действительно очень сложно, но я бы хотела, конечно. Мгм. Ну вот, непрошеный мой совет — это, тоже как не делать, как мы с мужем, не откладывать жизнь на потом. А если ты заведешь животное, ты будешь уже просто исходить из того факта, что он у тебя есть, и будешь действовать, в зависимости от ситуации. Но я понимаю, что ситуации разные. Да, верно. Так, ну что, вернемся к кошкам и собакам. Мгм. Итак, у кошек и собак есть порода, или иногда нет породы. Да. Что ты думаешь и как ты относишься к разведению породистых кошек и собак? Да, я отношусь отрицательно, потому что, конечно, есть причины разводить, это называется разводить собак породистых и кошек, чтобы поддерживать эту породу, чтобы она не исчезла. Но мне кажется, очень часто это делается без любви к животному, только ради денег, ради бизнеса. Собаки и кошки, они рожают без конца, без заботы, без времени на восстановление, и это не может быть хорошо для животного. И поэтому, воспользуясь властью, данной мне соцсетями и этим подкастом, хочу призвать людей брать животных из приютов, то есть из мест, где волонтеры их содержат, поддерживают, если они остались без дома. Да, я полностью с тобой согласна. Конечно, есть там некоторые породы, которые там особенно нравятся, но я знаю, что если я решусь э, и заведу собаку, я знаю 100%, что это будет собака из приюта. И, например, мне очень нравятся шпицы. Шпиц, такой Мгм. маленький, пушистый. Но я видела столько плохих историй о разведении шпицев. И, ну, это очень маленькие собаки, им реально дают просто коробку, где каждые там несколько месяцев бедная собака просто рожает и рожает, рожает, и все это ради денег. И это безумно грустно, так же, как безумно грустно думать о ситуации с бездомными собаками и бездомными кошками. В некоторых государствах эта ситуация под контролем, и Мгм. это очень круто. И в некоторых странах государство тоже следит за домашними собаками и кошками. Это безумно круто. Мне кажется, это просто высшая ступень развития общества. Да. Мгм. Потому что если в обществе очень много бездомных собак и кошек, или еще хуже, мало того, что никто не пытается решить эту ситуацию, а наоборот выбирает самый легкий способ, это просто отстреливать, например, это какое-то безумие. Люди, ну мы реально же с вами люди, мы не какие-то там звери без мозгов, мы не зомбаки. Не знаю. Кстати, надо было еще про это поговорить в выпуске, про то, что мы ненавидим в прошлом выпуске. Но у нас там закончилось время, потому что слишком много вещей. Да, ну вот, эта проблема большого количества домашних животных без дома на улице как раз говорит о, менталитете людей, об отношении, об ответственности человека. Если, много бездомных животных, значит, много безответственных людей. Если вы берете животное к себе домой, это ваше животное, ваша ответственность. Вы не можете просто выбросить его на улицу или оставить где-то умирать. Это безответственно, и это ужасно. Да, но
Я думаю, я надеюсь, что среди наших слушателей таких безответственных, аморальных и ужасных людей нет. Если есть, то мне действительно очень жаль. Может быть, этот выпуск подкаста — это сигнал для вас задуматься об этом. Немного грустным получилось окончание этого выпуска, Да. но что поделать, если ситуация грустная и она реальная, что мы можем сделать? Так, ну что, вопрос недели? Вопрос недели. А у вас есть домашнее животное? Если есть, то какое и как его зовут? Спасибо, что прослушали или просмотрели этот выпуск до конца. Становитесь патронами нашего подкаста, получайте скрипт каждого эпизода, доступ к закрытой группе в Телеграме, а также место в разговорном клубе. Все детали в описании. Пока-пока.